Привет, ребят! Привет, Я Штукенция, я Игроглаз. и мы прошли консульскую проверку вчера. Да, ура! И в этом видео мы поделимся нашим опытом, нашим впечатлением, полностью все, что там происходило, все вопросики каверзные, ну и не каверзные, которые нам задавали, какие документы у нас спрашивали, и почему же все-таки удачно все прошло у нас. Начну с того, что мы подали документы 24 февраля, да, то есть как бы знаменательный день, 24 февраля 2022 года, когда началась спецоперация. Мы до этого, 3 года назад, тоже уже собирали документы и даже записались, но потом мы уезжали в Нидерланды, поэтому все как-то откладывалось, и когда 24 числа наступило, с такими вот глазами мы пошли и сразу же заполнили анкету. Да, это нас хорошо мотивировало. Вот, и вот мы подали, значит, 24 февраля, а в итоге нас записали на 3 октября. Да. И вот сейчас вот 3 октября вчера было. И вот мы Сколько ходили. прошло уже? Полгода, да. Полгода. То есть это получается за полгода. Мы ждали. При этом нам присылали go-no-go, но мы решили по go-no-go не ехать, мы решили все-таки пойти на проверку. Go-no-go это такое экстренная, называется, репатриация. Кстати, сейчас ее уже отменили. Ну, может быть, ее восстановят, я не знаю, но была. И части людей присылали вот эти вот приглашения. То что это такое go-no-go? Тебе предлагали сразу, типа, вот тебе мы покупаем билет, и ты проверку уже пройдешь на территории Израиля. Да. И, как бы это круто и все такое, но там 30% людей заворачивали обратно, и надо было билет, получается, тоже на свои деньги покупать обратный. И не факт, ты, допустим, приедешь, какие у тебя документы, может, что-то не хватает. Потому что я очень много слышала историй, что люди по нескольку раз проходили консульские проверки. И, в принципе, это довольно частая такая вещь, тебе нужно что-то дособирать. Вот, так что мы решили не рисковать и пойти просто дождаться октября. Да. И дождались. Мы собирали все эти полгода, мы все время ходили в МФЦ, все время ходили в всякие архивы, и огромное количество времени потратили на сбор всяких бумажек. Да, оказалось, что это очень долго. Я вот в позапрошлом, или, в общем, в прошлом видео, где я рассказывала то, как я перед проверкой, там, что у меня есть, и как я собирала документы. Обязательно посмотрите то видео тоже, если вы только готовитесь. В общем, реально оказалось это очень долго, намного дольше, чем я себе это представляла. Мне казалось, намного быстрее можно собрать. И на самом деле, даже вот еще сейчас вот можно было в Красный Крест обратиться. На самом деле мы еще не сделали, вот нас уже на консульской проверке спрашивали, а вы писали в Красный Крест, а вы запрашивали дело, партийное дело? И я думаю, ой, можно было еще то, можно было еще, оказывается, это сделать. А еще один запрос мы сделали, и он пришел после проверки, придет еще. Он завтра придет. Завтра придет. Да, а нам бы он тоже пригодился, но видите, за счет того, что все очень долго, все архивы отвечают там месяц, два и дольше, ты как бы время все очень растягиваешь. Поэтому заранее лучше все сразу сделать, а на последний момент не откладывать. Да, как мы. Да. Ну, значит, мы собрали такую кипу бумаг, и нас записали сначала, мы думали, нам придется идти к посольству. Да. И там с посольством там проблема в чем? На Ордынке. На Ордынке. То, что там нужно ждать снаружи. И холодно, и вообще. Да, сейчас как бы уже октябрь, холодно. И люди там по 2 часа бывает иногда ждут, написано. Плюс дольше, там камера хранения, она где-то вот отдельная, в отдельном здании, напротив, там здание напротив, в подвале, там есть какое-то камера хранения, и там, ну не знаю, наверное, она как-то платная. Я вот не знаю, честно говоря, про это. Но смысл в том, что в итоге нам за 5 дней до нашего приема нам написали. Нам позвонили. Мне позвонили на мобильный телефон. Хорошо, что он был включен. Кстати, держите включенным телефон, тот, который вы оставили, потому что мне позвонили с утра и сказали, что переносят нашу проверку на Стремянный переулок. Там культурный центр Израиля, Натив называется, при посольстве Израиля. И нас туда перенесли. Я прям на ходу записывала адрес в книжку. Да, в книжку вот записала. Штукенция взяла мою книжку, которую я читаю, и записала. Ну, потому что я Стремянный переулок, 38, бизнес-центр, Плеханов Плаза, 4-й этаж, Израильский культурный центр. Да, нас записали на 11, сказали взять с собой анкету и все документы. И сказали, что на 1-м этаже есть камера хранения, что очень она клево. реально есть. Да. Ну, там мало локеров. Мы пришли, остался последний локер, да. Нам повезло, да. Там, в общем, ты приходишь в этот центр, значит, как туда дойти? Вот тут Плехановская академия, вход в нее, да, допустим. Да. И если к входу встать лицом,
чтобы ты увидел фасад здания Плеханской академии. Налево идешь. И не доходя до метро? Да, не доходя на метро, и до угла доходишь, и идешь направо. И там будет такой вход. Переулочек такой. Зайдите на Яндекс.Картах, посмотрите, есть фотография этого входа. Там такая в середине колонны. Я по этой колонне понял. Потому что так вот... Там еще, кстати, было написано. И там было. такая висит табличка, написано «Натив». Угу. Вот. Но, в общем, не сразу мы тоже дошли. Да, ну, в принципе, так, да. Нормально. Быстро. Нашли, зашли туда. Там охранник очень внимательный, по много раз спрашивает, а вы вот это, положили ли вы телефон? Я читал, там есть чат израильский, новый ветериан, как так называется, и там все ругаются, вот охранники такие какие-то сердитые, злые, вообще отличный охранник, да, просто очень внимательный, внимательный, вежливый, абсолютно корректно все. Значит, что он предупредил? Что нужно телефон поставить на беззвучный режим. С собой телефона нельзя брать. Вообще нельзя с собой ни ручки, ни телефоны. Можно взять с собой что? Нельзя. Давай, что можно взять? Можно взять с собой бумажные деньги, карточку банковскую. Можно взять ключ от локера, который вы внизу. Не ключ от вашего дома, ключ надо сдать. Ключ вы положите в локер. Да, в локер. А вот ключ от локера можно взять. И документы. Все документы могут быть в пакете. Пакет, кстати, оказалось, что можно любой взять. Это я начиталась в интернете, что только маечка в итоге. Маечка такая прозрачная, такая из пятерочки. Да, из пятерочки. И одна там такая была. Я там одна была с таким лохотским пакетом. Все с обычными пакетами, там и непрозрачные, кто-то даже был с такими тканевыми сумочками. Можно в этом плане не мучиться. Да, берите хороший плотный пакет. Плотный пакет обычный. Да. Вот, и пакет, и документы. Все документы должны быть только бумажки, то есть там никаких металлических предметов. Ну, можно в пластиковые папки, да. Чтобы в ней не было металлических вставок. Нет, у меня были даже, у меня была, колец не было, но у меня были такие на резинке папки, такие большие. Ну, пластиковые папки можно, без металлических каких-то вкраплений. Да. Вот, у нас целая куча этих папок было, в общем, такая стопка документов, вот такая, наверное. Побольше даже, наверное. Да, ну, учитывая, что там еще вот эти вот, дипломы толстые. там всякое. Да, мы взяли свои дипломы, то, что мы кандидат наук, вообще все взяли. Все взяли, да. Вот, и, значит, приходишь, мы сняли прямо там куртки и положили прямо внутрь локера. Положил телефон на беззвучном режиме, вообще включил авиарежим. Куртки сняли тоже в локер, положили. Хотя вроде там какой-то гардероб есть, нет, что-то не было. Нет, не было. Не было, да? Ну, значит, просто... не видела, да. А по-моему, что-то говорил охранник про него. Не обратила внимания. Ну, в общем, смысл в том, что мы туда все это положили. Мне кажется, если даже там закончились места в этом локере, можно подождать, когда кто-нибудь уйдет, и туда положить. Когда кто-нибудь выйдет, да, и потом вы положите. Вот. Хотя кто-то ходил, кстати, в куртках в итоге прошли люди, я тоже видел. Ну, я видела, да, были в куртках. Так что это, наверное, главный телефон как-то оставить, я не знаю. Ну, наверное, подождать надо, когда кто-то освободится. Вот, вы охранник, он с вами идет, он смотрит сразу ваши паспорта. И тут такой интересный лайфхак был, то, что посмотрели, паспорта, видимо, посмотрели, и ты просто за ним идешь. И он вас проводит вот куда надо, если вы первый раз пришли, на 4-й этаж. Там вы ждете сначала, потом вас тоже второй охранник пускает. И начинают тоже смотреть, вы кладете там все вещи на проверку, на свои вещи на проверку. И меня спросили, где я был в последнее время. Видимо, посмотрели в моем паспорте, типа, мои визы какие-то. И вот меня спросили, где я был. Я говорю, я рассказал, где я был, там, то, что я вот ездил там в Египет, туда-сюда. Вот, и все, меня пропустили. Ничего там такого строгого нет. Просто просвечивают вещи. И вообще, на самом деле, как аэропорт. Да, похоже на аэропорт. Да. И мне очень понравилось, что охранники такие, доброжелательные в целом, как мне показалось. Вежливые, доброжелательные и очень внимательные. Да, очень все тебя внимательно проверяют. Ничего какого-то такого, И с тобой везде идут. Да. Я вообще... Все показывают тебе досконально. Вот ты идешь вот туда. И мне охранник говорит, идите по стрелочкам, только по левой части комнаты, по правой не ходите. Я такая, ага, и пошла по правой, потому что перепутала право-слева. Он меня так за плечи поймал, говорит, нет, вам сюда. Я такая, спасибо, все перепутала. В общем, за вами там смотрят, чтобы вы не туда не пошли. Так что вы приходите к еще одному охраннику, заходите, значит, в зал и сидите. После того, как заходишь в зал, можно сразу отдать уже документы свои. В окошко. В окошко. Там сидят девушки, такой прием окошко с прозрачными перекрытиями такими. И нужно в это окошко сдать свою анкету с приклеенной фотографией. Это вот толстая большая анкета. Да, которую вы с сайта заполняли. Мы наши, 2 части анкеты сдали. И сдали, по-моему, загранпаспорта у нас забрали. Нам выдали бумажные анкеты. Такие маленькие совсем. По листику. Где написано, ваше вероисповедание, имя и... Хронические болезни.
и все. Вот это все быстро заполняете, прям там есть стол, там же дают ручки, потому что с собой ручки, по идее, брать нельзя, и там стоит такой большой стаканчик с ручками, берете, заполняете, эту бумажку отдаете тоже в окошко, и все, и дальше вы просто сидите и ждете. Да, ну вот мы, например, не религиозные люди, поэтому для нас заполнение этой анкеты не проблема. Да. Так и написали, что мы не религиозны. И ничем не болеем. Да. Вот, и потом вы сидите и ждете. И, в общем, ждать нужно долго. Причем мы записаны были на 11, мы приехали в 9:30, мы вошли в этот центр где-то. Мы думали, приедем заранее в 9:30, и как раз к 11, типа, мы думали, надо Штукенция, она ожидала, что мы за полчаса все пройдем. Да, я думала, все будет быстро. Оказалось, что мы сели где-то, ну, зашли, сели ждать. Там было, ну, народу довольно-таки много было. Да. Но тоже не толкучка. То есть много. вот есть зал, там вот были всегда свободные места. Просто очень внимательно, видимо, со всеми работают. И мне показалось, судя по количеству народа, может быть, человек 15 сидело, вот так мне казалось. Ну да. И мне казалось, ну что там... Кто-то приходил, кто уходил. 15 человек, я подумала, через час-то уж как-то 2, может быть, точно мы пройдем. В итоге оказалось, что нас вызвали в 4 часа, по-моему. Да не в 4, наверное, все-таки в 3, наверное. Ну, короче, мы там долго очень ждали. Может, раньше. Ну, короче, мы прождали, ну, часа 4 мы ждали, пока нас вызовут, да. наверное. Причем... Плюс люди, которые приходили с детьми, их, естественно, без очереди. Там без очереди с детьми, если, по-моему, еще пожилые люди тоже без очереди. То есть, или если ты там, типа, как я понял, кто-то там доносил какие-то документы, их тоже просто сразу брали. Да, если доносят. Вот. Ну, а если ты первый раз, то ты, соответственно, как бы ждешь. И вот мы ждали. Обязательно возьмите с собой книжку. Я читала вот эту идею, но мы почему-то не взяли книжку. А я подумал, ну вот, с собой таскать эту книжку, неохота, блин. У нас еще документов мы подумали столько, но реально надо было взять. Мне повезло, что я занимаюсь программированием, поэтому я просто сидел и в уме перебирал всякие алгоритмы. Я в уме там программировал, сидел. Мы с Штукенцей тоже, она программист немножко. Мы все это обсуждали, всякое. Поэтому нам было не так скучно, потому что можно в уме это все. Но вообще так бы я сдох там со скуки. Книжка. Там нет книг. Лучше 2. В этом, то есть вообще, если бы я давала рекомендации этому центру, я бы сказала, делайте хоть маленькую библиотечку. Конечно, просто, блин, с книгами про Израиль, там да. что-нибудь, и люди ты там сидишь, и там даже никаких буклетов нет, ничего просто нет. Просто хоть что-нибудь почитать. Да, обязательно, то есть вот натив, уважаемый натив. Там же, пожалуйста, положите там десяток книг по истории Израиля, и например. Все сразу все узнают да. про Израиль. То есть это просто must have. Вот не хватало, очень не хватало книг по просто что-то почитать. Да. Можно учебник по ивриту, там история Израиля, что-нибудь такое брошюрку даже. Да. Какую-нибудь, что-нибудь. Ну, хоть что-нибудь, потому что, конечно... Так что пока что там не было ничего, возьмите с собой. Возьмите книжку. Можете взять самоучитель иврита, выучить его уже за это время. Ну, короче, да, берите что-нибудь. Вот, значит, мы ждали, потом нас наконец-то позвали. Да, вызвали. Мы проснулись, потому что мы до этого уже почти мы сидим уже, потому что сидели там 6 часов, я не знаю сколько, да, сидишь уже еле-еле. Зашли в комнату, нам сказали пройти в комнату, комната называлась Эйлат. Да, Эйлат. Это понравилось, комнаты по-разному называются. Ага. И есть разные консулы. Опять же, в чате мы прочитали, что есть 2 основных консула по этому адресу. Как там было в чате написано, очень строгая женщина и очень добрый мужчина. Вот. Знаете, когда мы сидели и ждали, это похоже на универ. Да. То есть, когда ты на универе сидишь и сдаешь экзамен, тоже обычно есть несколько преподов, и ты думаешь, так, попадешь к халявному преподу или к сложному. А я еще видела, пока мы сидели, ждали, люди сидели, перечитывали истории своих семей. Да, люди заучивают, сидят. У них там записи, у кого-то тетрадочки, у кого-то это, и люди прямо сидят, повторяют истории своей семьи. Мы вообще ничего не повторяли, мне кажется, надо просто вот как у тебя на душе лежит, так все и рассказывать. Да. Вот, это будет более искренне, чем ты будешь там заученным. Но это интересно был такой момент. Значит, и вот мы туда пришли, и мы попали к теточке. Да. Строгой. Вот, но я сначала, когда увидела, я же не знала, куда мы пойдем, я увидела в окошке женщину, я сразу, у меня воспоминание такое, так, наверное, это та строгая женщина, которая нас сейчас будет ругать. Я ничего не читала, я не знаю, ты мне, кстати, не рассказывала. Но я тебе как-то не стала рассказывать. Да. Я вообще не хотела ничего знать, я говорю, что нужно, вот мне кажется, такие вещи всегда идти, просто как вот... Но я ее как-то увидела, мне она почему-то сразу понравилась, не знаю. Я подумала, может, она и строгая, но она симпатичная очень такая. Не, она вообще клевая, да, клевая тетка с чувством юмора, очень внимательная, очень строгая. Знаете, она мне напомнила профессора МакГонагал из Гарри Поттера. Вот, то есть я таких вообще людей люблю. Да. Например, у нас декан сейчас на факультете, он вот такого же типажа, и
Мне нравится очень. Мне тоже нравится, когда люди Такой характер. такие вот знают свое, вот, чем Да, они профессионалы, занимаются. но при этом они, ну, такие, когда они строгие, но они с чувством юмора. Ну добрые. Да, Не все знаю, как нормально. объяснить. И Хорошие, вот в общем. начался допрос с пристрастием. Да, это так было смешно вообще, ну это сейчас уже смешно, Да. но тогда мы зашли в комнату, первое, что нас спросили, мы только зашли, и нас первый вопрос, который спросили, типа, чего вы пришли? Чего хотите, да, Чего от меня хотите? Да, то есть задают такие вопросы вам специально, чтобы вы как бы немножко растерялись и как бы вот... Да, а я иду с этой огромной папкой документов и говорю, что-то я сказала такое смешное. Ну да, ты что-то смешное сказал Не такое. помню, что-то такое смешное Вот, сказала. то есть ты как бы к этому-то не Да. готов. То есть тебе задают какие-то нестандартные вопросы, то, что там сидишь, там что-то зубришь, мне кажется, это не сильно поможет. Да. Вот, то есть нужно просто идти и расслабиться, и как бы вот, ну, как вот у тебя на сердце лежит, так все и чтобы... Вот я расслабился, и мне кажется, абсолютно нормально было. Хотя ты напряженная сидела. Ты вот сидела, вот так вот дрожала. Я начала, ну потому что в самом начале я там так запуталась. Ну Да. сейчас, короче, расскажем. Ее штукенцию спросили, начали спрашивать Мы про ее сели. корни. Нет, да. сначала все началось с того, что у меня никак этот стол не открывался, я уже как-то запуталась. Нет, Помнишь? это потом уже. Это уже ты потом уже было. все перепуталось Ладно, даже что там в было, голове. расскажи. Короче, рассказываю. Штукенцию начали спрашивать про ее еврейство, про, ну, Меня спросили, а есть ли у вас родственники в Израиле? да, родственники в Израиле, и тебя начали спрашивать про других родственников, по другой линии вообще. Да. То есть не на которых там документы у нас есть, а вообще про других, потому что они у нас указаны, потому что вот у тебя Да. есть папины линии. Да. Начали про них подробно спрашивать. Да, я-то как-то... А она что-то... Я-то про другое думала. Штукенция достала свое какое-то древо, попыталась его дать там кому-то. Ну, сказали, да не надо, вы расскажите мне просто. И штукенция, она же не готовилась к этому. Я про это вообще не... Ну, то есть я думала, что, есть... Ну, я же знаю, что у меня есть какие-то родственники, я про них знаю, но я их, как бы, По про папиной них не линии, думала да. слишком, ну, так вот подробно, И потому штукенция что... начала что-то там путаться, что-то... А я Она говорит, а к кем они вам приходятся? Да. А я вдруг понимаю, что я даже не знаю, как называется эта степень родства, потому что там через кого-то, какой-то двоюродный. Я пытаюсь сообразить, как это назвать, двоюродный, Взяла племянник. это древо, кстати, оно тебе помогло все-таки. Да, потому что без древа я вообще бы запуталась, что То сказать. есть печатаете древо с Но это не MyHeritage. для консула, а для Да. себя, потому что когда мне консул говорит, ну вот у вас вот так вот, я говорю, нет, у меня все не так. И я достаю это древо, говорю, смотрите, а потом по этому древу понимаю, что да, на самом-то деле Да. так, потому что, сразу... Она лучше, чем ты поняла, где у тебя понятное что. дело, потому что я-то Да. вообще мне сложно сообразить, кто кому кем приходится, как эти названия называются. Ну да. Вот, так что вот такие моменты лучше вообще, еще раз, если вы собираете документ, соберите вообще все, что можно, распечатайте все, что можно, всякие Да. вот эти древа Подсказки каких-нибудь, да, всякие если у вас себе. есть какие-нибудь родственники, то тоже как бы учтите, что вас могут... Вот там фишка в том, что там стараются спрашивать как раз такие вопросы, которые не совсем даже, может быть, сразу и относятся. Да. Чтобы просто понять, вы нормальный человек. Вы вообще Да. в теме того, что происходит. Вот, ну и я начал тоже тебе что-то там говорить, подсказывать. Да, короче, в самом начале я жутко запуталась. Уже так запуталась, что я уже думала, сейчас я уже и тут везде запутаюсь. И из-за этого я начала немножко нервничать, на самом деле. Ну ничего, я своего кота взял за уши и успокоил. Да, вот хорошо, что вообще, когда вы идете с семьей или вместе, парой, очень важно, что если кто-нибудь один начинает путаться или косячить, или что-то, чтобы вас второй человек как-то тоже поддержал. То есть там это очень как бы идея в том, что да, не нужно там что-то выступать, отвечайте четко на вопросы, которые вам задают. Не надо там начинать там что-нибудь рассказывать, никому не интересно. Задали вопрос, конкретно нужно ответить. Но как раз второй человек, он не обязан там все время молчать, он может тоже подсказать, помочь, успокоить, там, я не знаю. Да, и в общем, мне очень понравилось, что, например, нам консул задавал какие-то вопросы, я пока начинала думать про этот вопрос, ты уже начинал что-то говорить. Я начинала вспоминать, да, например, и тоже развивала тему. Или наоборот, мне что-то приходило в голову, какой-то ответ, я начинала говорить, а потом ты начинала тоже мне что-то подсказывать. Ну, если вы идете вместе с кем-то, это сильно проще. Короче, да, это реально проще. Если идете один, то не спешите тоже спокойно отвечать, не пытайтесь сразу сразу вам задали вопрос, вы так сосредоточились спокойно, и не спешите вообще говорить, не надо вот тарабонить, спокойно говорите медленно и думайте, о чем говорить. Вот, и там, начали спрашивать про историю семьи, и, собственно, смотреть все внимательно документы. Вообще все документы достали мы из файликов. Все документы достали из файликов, и все там взяли, чтобы их там, наверное, надо сканировать, я не знаю.
В итоге пригодились все Все. документы, вообще все. И даже еще, когда я уже достала вот эту всю папку, знаете, мне показалось, что это, помните, как в Винни-Пухе. Винни-Пух, а больше у вас ничего нет? А больше нет мнений. И ты достаешь все эти свои документы, они уже вот так лежат на столе, и консул спрашивает, а больше у вас ничего нет? Это было забавно. И тут вот пригодится, например, мы, по Красному Кресту мы не обращались, но мы зашли на сайт Яд Вашем называется. Да, называется. Обязательно зайдите, потому что вот во время Второй мировой войны многие люди, еврейской национальности, их, как это называется? Эвакуировали. Из одного места вглубь России, да, в более безопасное место. Вот, соответственно, эти списки эвакуации, они есть у Красного Креста. Они отсканированы. Но они все отсканированы, их можно посмотреть уже в интернете. Да. И вот мы в интернете сидели, смотрели. И вот если вы найдете там, то можно уже потом сделать, например, запрос в Красный Крест официально, вы уже будете знать, что просить. Потому что вот конкретно в нашем случае мы нашли родственников, у которых не совсем совпадали, например, год рождения. Он отличался там на 4 года, а потом в другом месте еще на 3 года. Да, там вообще детективная история. То есть, вот, когда мы начали копать и смотреть, там же люди тоже в Советском Союзе все скрывали вообще то, что они евреи, да. Потому что там было невозможно поступить в институт, например. Да, вот там было, например, дело врачей, там 50-е годы страшные. Проблемы всякие. Всякие проблемы. Поэтому многие люди это все скрывали. И там, в общем, даже вот эти документы на эвакуацию, там были вот 2 документа в одно и то же место. Но там у человека разный год рождения, у одного и того же точно, потому что там у него семья, там типа мама, дочка, сестра. Все совпадает у всех, кроме этого человека. Например, у него другой год, другое отчество. Там уже какие-то идут, вот да, то есть люди, там все напутано, перепутано. Где-то может быть, например, отчество с русским, и, как бы с русскоязычный вариант, да. А где-то на, как бы по-еврейски, да. Вот такое отчество. В общем, все эти бумажки нужно распечатать, естественно. Да. Когда вы будете искать, нам там искать очень хорошо на Яд Вашем. Можно искать, например, как вот я понял для себя. Нужно искать, допустим, вы знаете имя, да, которое могли поменять. И вот можно искать, например, по имени матери. Ага. То есть мы искали вот так. Мы нашли по имени матери, по году рождения. Можно год рождения там +5, плюс-минус 5 лет. И, в общем... Это, да, берите сразу с запасом, потому что даже если вы знаете, у вас в каком-то документе написано, что кто-то родился ровно там в каком-то там году, в древнем году, это вообще не факт, что совпадут данные с этим архивом. Там может быть расхождение, типа до 7 лет даже мы находили. Так что на вот этом вот Яд Вашем потратьте денек на то, чтобы его прошерстить как следует. Угу. На предмет твоих родственников. У нас это, кстати, сыграло большую роль. Да. Вот этот файл. Потому что мы нашли вот несколько бумажек, и там какие-то были несовпадения, странности, детективы. Но вот это, в общем, в итоге все разобрались, там все узнали. Вот. И вот когда мы все дали, все вот эти гигантскую кипу документов, нам сказали, все, подождите, типа, мы сейчас будем узнавать что-то. Да, причем обычно, как я тоже читала, людям говорят либо сразу, что я вам даю визу, либо говорят, нет, вам нужно донести то или это. В нашем конкретном случае было сразу непонятно, потому что надо было там уточнять. Что у нас на самом деле, у нас было реально мало документов, да. Потому что у нас как бы вот... по сравнению с другими. Да, людьми. Твои предки, они всячески тоже скрывали, потому что там поступали в институт, там, и, в общем, всячески боялись, что кто-то узнает, и, слава богу, нашлась там одна вот бумажка, где там все написано, в семейном архиве, про которую даже никто не знал, что эта бумажка есть, мы ее там сами нашли случайно, да. Значит, поэтому... У нас было мало документов, и люди приходили, мне было завидно. Я вижу у человека скипа вот такая старинных документов. Да, и они все как бы связаны друг с другом. Вот. Да. А у нас было мало, поэтому нам, наверное, и сказали, что вот, идите, подождите, а я сейчас буду проверять, что там у вас как. И вот мы сидели еще час или два ждали. Час или два ждали, думали, наверное, с нашей бумажкой. После собеседования, да, мы уже... Когда я шел на собеседование, я думал, 95%, что у нас все получится. Вот я тоже думала, вот заранее, там, дня за 2, я думала, не 95, я думала, так, процентов, 70. Не, я думал 95. Но после того, как у нас было это собеседование... С таким пристрастием. Строгая теточка нас поспрашивала, я когда сел в зале ожидания, думаю, все, наверное, 30%, что у нас получится. Потому что там нас так прессовали, так сказать. Я думаю, точно. Причем еще интересно тоже, как когда вам задают вопросы, там нет какого-то, как я понимаю, специального алгоритма, или там невозможно предугадать, что вас спросят, потому что наши все вопросы, которые нам задавали, они четко были основаны на документах, которые мы показывали. У нас лично, да. У нас лично. То есть не было каких-то общих вопросов. Вот человек, консул, берет ваш конкретный документ, смотрит, а вот здесь так-то, а почему, например, здесь так-то? И вот вам четко задают про ваши конкретные истории. Причем бывали несколько раз, когда идет, я не знаю, может быть, я все не заметила, но вот один раз я заметила,
когда был такой вопрос, то есть ясно, что консул не может ошибиться, она же очень внимательно все смотрит, и она читает, как будто бы читает мой документ и читает неправильно. Ну, да? Вот Такое один было? момент я заметила. Может, еще Я было, не заметил. но я заметила один момент, когда она читала автобиографию моего дедушки, она говорит, вот ваш дедушка был женат, я говорю, да. Она говорит, вот у него была дочь. А, я тоже, кстати, я думал, какая дочь? И я такая тоже думаю, какая дочь. Я так еще удивилась. Я тоже удивился. Дочь? Она говорит, ну да, ну типа вашего вот родственника. Я такая, нет, этого не может быть, потому что я начинаю, ну как бы я понимаю, что это не сходится, хотя, ну и в этом не было написано в автобиографии. Но если это бы... проверка, типа. Ну, мне кажется, то есть такие моменты могут быть, что... То есть это ясно, Слушай, что... только ты мне сейчас сказала, я только сейчас понял, наверное, нас проверяли, да? Не знаю, может быть. То есть, видимо, может, еще были, может, я просто сейчас не помню этого. Там работают психологи. Я думаю, это есть какой-то такой момент, когда вам говорят факты, которые близки к реальности, но чуть-чуть не такие. И вы можете очень легко на этом запутаться, если вы реально не знаете этих людей, это не ваши родственники, и вы там на каком-то маленьком моменте можете что-то перепутать. Поэтому обращайте, ну, то есть, как бы, если вам сказали что-то странное, вы можете спокойно сказать, типа, нет, такого не было, было все по-другому. Потому что в моей семье было так-то и так-то. Вы же знаете свою семью. Наверное, поэтому люди сидят там и зубрят все. Ну, наверное, может, они что-то не знают, да, зубрят, ну, или просто... То есть, как бы, когда вам говорят вещи, в которых вы уверены, что это не так, ну, не бойтесь спорить. Ну, не то, что спорить, но сказать консулу, что, типа, нет, было по-другому. Да, это хороший совет. Вот, правильно. Потому что вы можете испугаться и подумать, ой, ну раз он говорит, наверное, он прав. Да. Он же лучше знает, он же сидит, документы смотрит, а я что тут? Вот, а вы не бойтесь, что вы же тоже знаете свою историю. Ну вот, потом мы пришли ждать и сидели, ждали, думали, ну, блин, непонятно. Да, вот после собеседования. Причем до нас тоже, много людей, ну, немного, ну, может быть, там человек 4 отправили обратно на повторки. Да, то есть те, кто пришел тоже с огромными типами документов, их отправили на вторую проверку. Тут кого-то доносить. Приходили люди, те, кто уже пришел на повторные. То есть, как бы, я вижу, что реально есть вероятность, что с первого раза можно не пройти. Да, ну, не нужно расстраиваться. Ну да, просто такой факт как бы бывает. В следующий раз прийти с книжкой. Вот. Потому что мы пришли без книжки, это, конечно... Ну и, в общем, мы ждали, и потом нам просто дали эти документы с визами, и все. Да. И мы довольны. Очень довольны. Все собрали. И мы пошли покупать еду в соседнем магазине. Потому что мы так проголодались. Там, кстати, есть вендинговый автомат, можно покупать шоколадки какие-то, но мы сладкое особо не едим так. Ну, потому что нужно зубы почистить, потом и все такое. По-нашему, по-еврейски. Через полчаса. Вот, поэтому мы, значит, сидели там, голодали. Но зато там есть бесплатная вода, которую мы пили. Мы ее хорошо пили. Да. Так что, в общем, заранее что-нибудь обязательно позавтракайте. Вот. Фух. В итоге мы просидели там 7 часов. Всего мы были, да, 7 часов. И оттуда вышли довольные. Да, ну в 4:30, наверное, мы вышли, я не знаю. То есть приехали в 9:30, вышли в 4:30. Это было целое приключение. Да. Получается, что когда вы получили такую визу, это называется виза репатрианта, с ней вы можете получить бесплатный билет от организации, называется Сахнут. Вот, они вам купят билет. Ну, наверное, про это мы можем уже рассказать, да, отдельно? Да, отдельно. Вот, так что... В следующем видео. Да. Не забудьте подписаться. Вот, а важные такие моменты еще, мне кажется. Блин, что-то я хотел сказать. До Сахнута. Ну, давай ты что-нибудь рассказывай пока. Хорошо, я тебе задам вопрос. Давай. Вот ты, ну, я была, получается, как глава семьи здесь, ну, да. как с еврейскими корнями. Ты был как бы... Ну, прихвостень. Прихвостень. Хотя, может, у тебя тоже есть, просто мы не знаем. Может, и есть, но, в общем, на них не соберешь документы, я не знаю, где это, что. И вот я хотела тебя спросить, вот ты вообще в процессе всего этого события, каково тебе было? Сложно тебе было? Я про это и хотел сказать. Хотел сказать то, что когда я сидел, вот когда ты сидишь вот в этой комнате, натива, такое ощущение, то, что ты сидишь, это среднее ощущение между тем, что ты сидишь и получаешь визу, и между тем, что ты сидишь в аэропорту, ждешь билет. Вот представьте, что вы в аэропорту и одновременно в визовом центре где-то посередине. Вот такое вот странное ощущение. Да, да. Вот,
Там приходят люди с детьми, дети бывают очень шумные, бегают туда-сюда. И ну, там есть специальный детский столик с всякими игрушками. Вот, они там играют. Ну, в общем, тоже как бы нужно быть готовым. Потому что будет ор стоять. Да. И учитывая, что это было типа 7 часов ору, ну нормально. Ничего. Весело было даже смотреть на интертеймент. Ну вот тебе самому на собеседование было сложно как? Нет, мне кажется, вот в этом собеседовании главное быть расслабленным, спокойным. Мне кажется, ты был намного более спокойным, Да, чем ты вот, видимо, сильно там волновалась. Мне кажется, это вот как бы как раз ну, для консула. Там же очень индивидуально все принимают решения. Если даже у тебя там много документов, тебе что-нибудь могут тоже сказать. Ну-ка, давай-ка еще раз посмотрим на тебя, ты вообще нормальный человек или нет. Пусть еще какой-нибудь принесет. Вот, а если ты себя там, ну, нормально, уверенно себя чувствуешь в себе, уверен в себе и адекватный человек, именно в плане поведения, не дрожишь вот так вот. Я так не дрожала? Ну, ты дрожала. Вот, то все в порядке. Вот, то есть надо, мне кажется, тоже, ну, тоже вот это вот заучивание, зазубривание чего-то. Просто нужно как бы вот идти такой, какой ты есть. И как бы, и все будет хорошо. Да. Не нервничать. Ну, допрос, конечно, я, честно говоря, ни разу у меня в жизни не было, чтобы меня так дотошно и подробно спрашивали, ну, нас. Да. Это, конечно, было тот еще опыт. Даже, мне кажется, более дотошно, чем на экзамене. Да. Такое бывает. И каверзные вопросы. Да, то есть это вот очень интересный опыт в том смысле, что, ну, во-первых, ну, вот если так подумать, кому еще в мире интересная история вашей семьи настолько, что вас будут такие подробности спрашивать. Я думаю, вы такого больше нигде не встретите. Да, но ты зато теперь знаешь историю своей семьи. Да, я, например, своей семьи особо не знаю истории. Да, вот благодаря всей этой истории, благодаря подготовке, я столько всего узнала. Самое интересное, то, что ты же практически ничего из истории своей семьи до этого не знала. Нет. И даже твоя семья это не знала. Да. И только когда ты пошла по архивам, по всем, ты узнала кучу всяких страшных то есть, на вещей самом деле, даже. Да, это... То есть вот то, что происходило там ну, до революции, во время революции, Вторая мировая война, и все вот это, ну то есть действительно люди жили очень плохо. То есть плохо в том плане, что вот как на вулкане. Да. И то, что у нас сейчас с нами происходит, такое ощущение, что это как бы вот до сих пор происходит. Вот, вот наша страна, она все время на каком-то таком вот моменте сложной ситуации. И люди вынуждены все время как-то вот так вот выживать. Поэтому мы, собственно, и сейчас отправляемся в Израиль, по всей видимости, да. Не говори гоп, надо еще, потому что как бы вот эта консульская проверка, это предварительная проверка. Да. Вам еще нужно в Израиль, когда вы приедете, вас еще там... Пойдете в МВД. Вас будут тоже еще проверять. И вас будут все те же самые документы смотреть. Да. Поэтому вам нужно будет все, что вы брали консул, ну, как понимаю, практически все или даже все взять с собой в Израиль. Это многие думают, что можно уже ничего не брать, но это не так. Я читаю все отзывы и часто спрашивают те же самые оригиналы, тех же самых документов. И даже вас могут отправить еще обратно. Да. То есть даже когда вы прошли предвариловку, да. Вы можете приехать Такое в Израиль. Бывает, в принципе, редко все-таки. Очень. Очень, потому что, ну, все-таки, если уж консул вас проверил, он все-таки опытный человек. Ну, вот если ты документ с собой не взял, ну да, если ты документы не взял, отправят. или вдруг какое-то странное там что-то с тобой происходит, или, не знаю, какая-то информация, может, поступила, что ты какой-то подозрительный элемент. Да. Ну, всякое бывает, короче, бывает разное. И еще нужно будет, когда вы поедете в Израиль, взять с собой дополнительные некоторые документы, я, наверное, про них тоже расскажу в следующем видео, наверное. Да. Что взять с собой в МВД в Израиль, это отдельно будет. Но там нужно не дополнительное, то, что консул вас не будет спрашивать, там нужны другие справки еще. Да. Ну вот. Фух, ну не зря, по крайней мере, вот эти полгода собираний по архивам. Ну, вообще это было очень сложное дело. Вот если так... Кстати, кучу денег тоже. Денег мы Потому что все много. вот эти, например, Штукенция писала в МФЦ заявки на получение на всяких... Один документ она писала 4 раза, и каждый раз по 2000. Да. И ей 3 отказа пришло, и на 4-й раз ее там уже все в лицо знают. И уже... Со скрипом зубов выдали. Хотя, да, как бы... Да. Но 4-й раз мне уже денег не брали. А, не брали. Ну, вот до этого 3 раза. То есть, ну, на самом деле, тоже денег Денег это много было. Ну, конечно, может быть, не какие-то там миллионы рублей, но в целом каждая справка, ну, там были справки по 200 рублей, были справки по 2700, некоторые архивные, были справки по 1700. Апостили тоже там 1700. А вот в архив Москвы сколько? Вот помнишь, вот этот, который мы ходили? 2700. И то нам и в итоге и ничего не получили. Нет, то есть ты платишь деньги, а тебе отказ приходит. 3000 заплатил, и тебе скажут, отказ. извини.
Ты не опять нашли вот мы ничего. сделали еще один запрос, сейчас тоже на 2700. Вот сейчас посмотрим, что придет. Ну, Сейчас нам его- уже это не нужно, Ну, но кстати, в МВД мы пригодится. в МВД возьмем, потому что может Да. очень пригодиться. Да. Вот, то есть еще 2700. То есть потом сколько? На такси сколько мы ехали. Кстати, если вы получаете визу репатрианта, вы можете вернуть деньги за апостиль. Я прочитала, что вы даже можете вернуть деньги, транспортные расходы от места жительства до места, где вы проходили консульскую проверку. Мгм. Вот если вы там на поезде ехали, например, или куда-то там, ну, в общем, билет вы Ну, вот мы какой-то сейчас в покупали. Подмосковье, и 5000 вот нам мы отсюда поехать до консульской проверки мы потратили туда-обратно, ну, вот, 2300 в один конец Да. тоже. То есть вы, в принципе, есть такой фонд, называется, я напишу как, я уже забыла, как он называется. Короче, есть такое специальное место, вы можете туда написать письмо, отправить свои чеки, но уже когда вы получили визу. Да, но сейчас еще непонятно. Ты написал уже? Нет. Ну понятно. Ну, это просто я прочитала, что Окей. все так пишут, что можно это сделать. Но я не Попробуем, знаю. посмотрим. Если это работает, я вам потом расскажу. Вот, ну даже, то есть я имею в виду, что... Апостиль там дают. Апостиль и дорога до проведения консульской проверки. Плюс в том, что когда ты проходишь проверку в Москве, то что тебе не надо апостили ставить на все-все-все. Да, То есть если, сейчас. Да. То есть вот фишка вот этого, если вы приезжаете в Израиль уже и хотите проходить проверку в Израиле, вам нужно апостили на все. А каждый апостиль Опять стоит же, 2000. да, ну, то есть сейчас вроде бы их отменили временно, Мгм. ну, вроде бы нет, я не знаю, я не понимаю, потому Да. что там на одном сайте написано отменили, на другом написано не отменили. Короче, так все такая неразбериха, что все равно лучше, На всякий на случай, всякий случай, мне кажется, если вы поставить. не супер спешите, ну да, последнее, я говорю, что если вы не супер спешите или хотите рискнуть, так сказать, то лучше в Москве проходить. Я тоже рада, что мы выбрали пройти в Москве. Да. У нас была возможность поехать на экстренную погодную нас тоже туда приняли. И либо пойти в Москве. И я очень рада, что мы выбрали остаться в Москве, пройти эту проверку. Почему? Потому что, во-первых, это и так стрессовое мероприятие. Ну, даже в Москве проходить, я Да, нервничала. А прикиньте, вы, в чужой, для вас пока что еще стране, вы там не привыкли, вы ничего не знаете, языка не знаете, вам даже найти место, где пройти Да. проверку, вы уже весь перенервничаете. Да. Потом вы туда придете. Короче, вот мне кажется, это слишком много стресса. А потом да. вы придете туда, а представляете, вас попросят какую-нибудь одну справку донести, Которой у вас нет. которой у вас нет. И что вы будете делать? МФЦ, оно далеко, что полетите И обратно. еще, да, покупайте там билетики. Или кому-то надо оставлять какую-то Да. доверенность. Он должен идти в это МФЦ, пересылать. Короче, какой-то такой геморрой Удобнее становится. в стране исхода. То есть, понятное дело, что если реально ситуация там супер какая-то прям экстренная, то да, это тут без вариантов. Да. Ну, у всех бывают разные ситуации. Но если все-таки вы можете, Немножко мне кажется, подождать. чуть-чуть подождать и пройти проверку рядом, где есть все эти МФЦ и так далее, то... Ну, в общем, я рада, что мы так сделали. Да. Хоть каким-то одним геморроем меньше. Фух. Да. И теперь вот не говори ГОП, но букву Г можно сказать. Г. Г. Когда прилетим, будет О, и когда Да. пройдем в МВД местном, Да. будет Б. П. П. Алиф, Бет, Далит. Да, гимель. Да, иврит обязательно. Учим еврейский алфавит сейчас. Ну а что? Иврит. Да, учим. Вот, шалом, Шалом. манишма. Да. Я уже немножко знаю два слова. Хава Нагила, давайте радоваться. Короче, очень классно. С одной стороны, очень сложно было для меня все это. И вообще, вот собирать документы почему-то мне было очень сложно. Ну, вот эта вся работа с архивами. Я, видимо, настолько к этому не Мы умею вообще это не, делать. мы не любим очень эту Бюрократию. бюрократию любую. Я думаю, это мало кто любит. Да. В общем, если вам сложно, если вы реально не понимаете, типа, куда написать письмо, как составить запрос. Короче, у меня так же было. Я помню, я прежде чем написала первый запрос в архив, я что-то, типа, целую неделю к этому подходила, читала что-то, никак не могла понять, что, куда, кому написать. То есть, на самом деле, все очень неочевидно. Нет какого-то такого простого алгоритма, типа, приди туда, приди сюда. Вот, почитайте чат обязательно в Телеграме, там много-много-много информации в этом новом репатрианте. Мгм. Всякие там, ну, форумы, не знаю, можете в комментариях что-нибудь у нас спросить, мы вам что-нибудь там подскажем, что знаем. Ну, короче, если вам сложно, то не бойтесь, мне кажется, всем так. Глаза боятся, руки делают. Да, просто запаситесь побольше временем, там полгода, может быть, год даже, и вот просто шаг за шагом, потихонечку собрали одну справку, там, потом за следующей справкой, там, куда-то написали письмо. Маленькими шажками. Вот такими маленькими-маленькими шажочками, и когда, например, вам отказывают,
Типа говорят, мы вам что-нибудь не выдадим. А вы еще раз приходите. Да, но там на месте не Пишите там. записывают. То есть, когда, Да. если вам дали отказ, там прямо в этом центре тебя снова не запишут. Да. Тебе нужно будет заново по имейлу записываться. Мгм. Вот. Да. Ну вот. Ой, хорошо-то да, как. Хорошо, да. Что мы уже снимаем это видео, что мы это прошли. Пишите комментарии, подписывайтесь Да. на канал, будет еще много полезного. Мы теперь этот канал пока что, ну как, переносим в израильские будни. Да. У нас здесь будет все про Израиль, будем там снимать что да как, цены показывать, ну и что там у нас какие сложности будут возникать, как мы их будем Сложности решать. и как мы их будем преодолевать. Да, думаю, будет интересно, потому что это будет супер актуальная информация прямо сейчас, и будем всем этим делиться. Делиться вообще про Израиль, рассказывать. Как там, что. По-настоящему. Да. Вот. Просто очень сложно бывает даже нам. Мы много смотрели видео про Израиль. Очень сложно найти такую информацию, которая нас интересовала. Типа вот конкретно, сколько чего, где, как это все работает. Вот, так что Расскажем. рассказывать. Спасибо большое. Пишите комментарии. Пока. Пока.